Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня видео о том, как прошла моя вязальная неделя. Вы знаете, что мы с вами встречаемся в подобных видео чаще всего по воскресеньям, а иногда по понедельникам, как складываются обстоятельства. Сегодня я вам расскажу о том, чем я занималась в вязании. Я начала проект на более теплую погоду. Это очередная шелковая будет кофточка, блузочка. Мне очень хотелось связать себе также кардиган, но как-то ни одна идея у меня пока не приживается. Идея, которая у меня была изначально, мне не понравилась, а если мне не нравится, я уже ищу что-то новое, пробовала еще один узор, опять мне что-то не понравилось, поэтому не знаю, будет у меня длинный кардиган или нет, потому что, как-то вот не очень идет. Ну что ж, такое тоже бывает. И в перерывах, когда один процесс требует съемки, новое я ничего не начинала, я отдала все свободное время вязанию пледа. У меня есть подписчики, которые запереживали, что плед я не вязала. Ни в коем случае я его никуда не замораживаю. Бывают такие моменты, когда действительно некогда вязать. Но вот сейчас у меня провязано уже больше половины. Я двигаюсь к цифре 300. И это меня очень радует. Я надеюсь, что именно вот за эту свободную неделю я максимально еще продвину вязание пледа. Сейчас я вам покажу, какой он в размерах. Посмотрите, так. И вот здесь еще. Да, то есть в длину он очень-очень у меня даже хорошо подрос. На сегодняшний день я провязала ровно 280 рядов. Я взвесила плед, потому что меня спрашивали, сколько же, будет он весить. Сейчас на данный момент он весит кило 550. Кило 550. Вот так я вам буду, если показывать. Да, мало что понятно. Я вам сейчас вставлю видео, где я этот плед разложила на полу, и вы можете увидеть, как красиво выглядит сейчас большая половина пледа. Это, конечно, завораживающее зрелище. Давайте посмотрим. Здорово, да? Такой красивый цветок. Прям кажется таким объемным. И как живой. Я не знаю, как у Ирины так получается таким мастерские просто схемы составлять. Это, конечно, невероятно. Что меня и зацепило, что плед в мозаичной технике, и он как живой. Вот картина. Это меня очень, конечно, привлекло мое внимание, поэтому я, не раздумывая, решила попробовать. Хотя я понимала, что работа эта достаточно кропотливая, объемная, нелегкая в плане работы. То есть нужно иметь большое терпение, чтобы вязать подобные изделия. Но, вы знаете, ничего невозможного нет. Было бы желание, будет и все остальное. Поэтому, я абсолютно каждый день работала с пледом. И на данный момент я думаю, что мне все-таки придется дозаказывать пряжу. Пока я ничего делать не буду. Буду вязать то, что есть, потому что вот сейчас на данный момент пошло вязание, когда
идет в основном цвете, это вот фиолетовый цвет, когда идут столбики с одним накидом, и их большое количество, в этом случае пряжи больше уходит. Когда идут просто столбики без накида, пряжа расходуется меньше. Ну, как бы посмотрим, что будет получаться. Я уже себе положила в корзину, слава богу, что эта пряжа есть в наличии, поэтому в любом случае я верю и надеюсь, что если что, то, наверное, упаковку основного цвета мне нужно будет докупать. Я не переживаю, если у меня даже останется эта пряжа, у меня в планах связать наволочки на подушке в мозаичной технике, потому что, ну, мне они подходят в интерьер, такой цвет. Наоборот, как акцент, у меня даже есть занавески такого яркого фиолетового цвета, у меня есть подушки фиолетового цвета, как яркий акцент. Поэтому все, кто переживал, плед мой продвигается. Хотелось бы больше, ну уж как тут получается, сами понимаете. Заварим вкусный чай. Какой у меня сегодня чай? Для приятных воспоминаний. Смесь зеленого, черного, клубника в шампанском. Такой вот чай. Сейчас мы заварим. Вот. И пусть он у нас настаивается. Испекла вот такой пирог к чаю. Это шоколадный брауни ПП. Если бы, конечно, не знала и не подумала бы, что здесь нет муки. Без муки, без яиц. А сделан он на яблочном пюре. На своем, на домашнем делала. А это темный горький шоколад сверху прям на горячий положила, и он сам растаял. Вот 2 кусочка уже съела. Ну, вкусненько. И второй мой проект, это мой шелковый проект. Здесь у меня, видите, 4 бобинки. И вот эти бобинки, именно вот эти бобинки, видите, с такими малюсенькими пайетками, которые очень красивые, дают мерцание. Вот эта пряжа мне никак не давала покоя, поэтому я решила сделать микс. Здесь у меня шелк буретный, который остался у меня от джемпера Лейла. Здесь у меня шелк шапе, который я использовала в вязании Есении, джемпер с круглой кокеткой. И хлопок с микропайетками. Хлопок здесь 1800 метров в 100 граммах, поэтому я 2 ниточки использую. Ну, вы знаете, толщина нити меня очень даже устраивает. Более даже, чем я думала, будет тоньше, но толщина нити достаточно хорошая. Меланж, который получается, он, вот смотрите, видите, какое красивое мерцание дают эти мелкие пайетки. Я очень люблю, когда пайетки именно дают такой деликатный цвет, блеск. Не цвет, деликатный блеск. Что я здесь вяжу? Я вяжу очередную летнюю блузочку себе. В прошлом году я связала 2 блузы в такой технике, и мне очень понравилось. Это вязание с вывязанной проймой. Такое вот изделие. У меня 3 в таком стиле связанные изделия. Они мне очень нравятся. И я уже разделила полотно на переднюю деталь и на спинку. Видите, меланж. И у меня начало вывязывания узора. Это у меня будет здесь кокетка. Она не очень ажурная будет здесь. Видите, вообще практически, ну, вот, маленечко. Так как обрамление будет из ажура. А так в основном будет здесь узор такой плотный. Но так как изделие требует съемки, естественно, что быстро тоже оно не продвигается. Вяжу на спицах, которые мне Ирина Бранд подарила, Хая 3,25. Такие легкие спицы.
хорошие. Но единственное, да, вот Ира говорила про леску. Вот спицы Чиагу, конечно, сейчас на данный момент прям они мои фавориты. И я с таким удовольствием всегда работаю. Поэтому думаю, что как раз вот этот инструмент, все-таки хороший инструмент, тоже говорит о многом. Вязать можно абсолютно на любых спицах. Хоть на каких. Я соглашусь, если вы мне это скажете. Да, можно вязать абсолютно на любых. Но когда ты пробуешь хороший инструмент, ты понимаешь, да, что тебе больше нравится. На этой неделе у меня случились продвижения именно по 2 проектам. Но я рада, что у меня продвигается и плед очень хорошо продвинулся, потому что, как я говорила, мне все-таки хочется до жарких месяцев связать этот плед. Но да, время, его величество время. Я буду, конечно же, стараться его максимально продвигать, поэтому я себе говорю, вот как только будет 300, уже пойдет же все равно на убыль. Но я уже перешла за половину, и действительно как-то это тебя мотивирует еще больше, быстрее его закончить. Этот проект тоже будет продвигаться. У меня есть планы на новый проект. У меня вообще сейчас чешутся руки вязать крючком. И я знаю, что есть подписчики, которые ждут изделий именно крючком. Обязательно будут. Как-то вот у меня бывает, что не хочется, а бывает наоборот, очень хочется вязать крючком. Поэтому говорю вам, что изделия будут. Уже сейчас у меня появилась одна мысль. В общем, буду подбирать пряжу и обязательно вязать, потому что когда тепло, кофточек вот с коротким рукавом, мне нужно много разнообразных. Я люблю, чтобы мне было много разных кофточек разного цвета, разного калибра. Ну что, мои хорошие, благодарю всех вас за внимание. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.